Привет всем, кто нас слушает. Сегодня мы погрузимся в очень горячую и, прямо скажем, тревожную тему. Недавно The New Yorker опубликовал расследование, которое пролило свет на внутренние дела OpenAI, и то, что там обнаружилось, заставляет задуматься. Елена, ты же тоже читала? Это, мягко говоря, шокирует. Алекс, привет. Да, конечно, читала. И, честно говоря, я до сих пор под впечатлением. Когда мы говорим об OpenAI, мы обычно представляем передовые технологии, инновации, будущее. Но то, что там происходило за закрытыми дверями, это совсем другая история. Именно. Речь идет о стратегиях, которые, как выяснилось, рассматривались руководством, включая Сэма Альтмана и Грега Брокмана, для достижения доминирования в сфере искусственного интеллекта. И эти стратегии, по мнению многих, граничат с манипуляциями и даже геополитическими играми. Самое поразительное для меня — это так называемый «странный план». Звучит уже жутковато, правда? Это предложение Грега Брокмана от 2017 года. Суть идеи была в том, чтобы ни много ни мало продавать технологии ИИ разным странам, в частности России и Китаю. И вот тут-то и начинается самое интересное. Цель была не просто продать, а спровоцировать между ними соревнования, такая себе гонка вооружений, но в сфере ИИ. Предполагалось, что это обеспечит OpenAI финансирование и, конечно же, усилит их влияние. Это же, по сути, игра с огнем. И ты знаешь, это не просто мои или твои догадки. Этот план вызвал очень резкую критику внутри самой компании. Пейдж Хедли, этический советник OpenAI, прямо заявила, что видит в этом угрозу гонки вооружений в сфере ИИ. Это не шутки, когда внутренний этический советник бьет тревогу. И ее поддержали. Один из сотрудников, присутствовавших на том обсуждении, назвал план совершенно безумным. Представляешь, до какой степени это должно было быть оторвано от реальности, чтобы так выразиться? Это же люди, которые работают с передовыми технологиями. Они не пугаются просто так. Совершенно верно. И, что самое важное, этот план в итоге был отменен. Отменен, потому что сотрудники пригрозили уволиться. Это обнадеживает, но сам факт, что такой план вообще рассматривался... А вот это и есть ключевой момент. Успокаивает, что здравый смысл возобладал, но вопрос, почему вообще это обсуждалось, остается. И это не единственный эпизод, который вызывает вопросы. Есть еще одна история, связанная уже непосредственно с Сэмом Альтманом и его стратегией в отношении правительства США. Ох да, это история с китайским манхэттенским проектом AGI. Помнишь, Альтман, начиная с 2017 года, неоднократно заявлял представителям американской разведки, что Китай якобы запустил свой AGI Manhattan Project. Звучит, конечно, масштабно и угрожающе. И цель была предельно ясна. Он утверждал, что для поддержания конкурентоспособности OpenAI требуются миллиарды долларов финансирования от правительства США. Мол, если мы не получим денег, китайцы нас обгонят. Классический прием, скажем так, лоббирования. Но, как выяснилось, по словам одного из чиновников, который расследовал эти утверждения, заявление о китайском проекте было выдумкой, чистый продающий аргумент, чтобы получить государственные деньги. Это, конечно, подрывает доверие не только к Альтману лично, но и к всей компании OpenAI. Полностью согласен. Когда лидер такой влиятельной компании использует такие, мягко говоря, сомнительные методы, это бросает тень на всю индустрию ИИ. Возникает вопрос, а насколько мы можем доверять тому, что они говорят о безопасности, этике, будущем? Вот именно. С одной стороны, я вижу позитив в том, что внутри OpenAI есть люди, которые готовы противостоять таким идеям, даже ценой увольнения. Это говорит о наличии внутренних механизмов саморегуляции. Это, безусловно, важно. Но с другой стороны, сам факт, что эти идеи вообще рассматривались на таком высоком уровне, это серьезный повод для беспокойства. Готовность руководства манипулировать правительствами и потенциально разжигать геополитическую напряженность ради своих целей – это, мягко говоря, тревожно. Особенно в такой чувствительной сфере, как искусственный интеллект. Мы говорим о технологии, которая может изменить мир, и от того, в чьих руках она окажется и как будет использоваться, зависит очень многое. И если уже на этапе разработки и формирования стратегий мы видим такие тенденции... Это, по сути, подчеркивает, насколько важны четкие международные соглашения и правила, регулирующие распространение и использование передовых технологий ИИ. Мы не можем пускать это на самотек. История с OpenAI — это наглядный пример того, почему регулирование просто необходимо. Я полностью с тобой согласна. Независимо от мотивов OpenAI, сам факт обсуждения сценариев, включающих продажу технологий ИИ, потенциальным противникам или манипуляцию информацией для получения финансирования, демонстрирует опасность отсутствия контроля. Это может привести к глобальной дестабилизации. А еще это поднимает вопросы о так называемой гонке AGI, то есть гонке за создание общего искусственного интеллекта.
Если компании готовы идти на такие крайние меры сейчас, чтобы просто получить преимущество, что будет, когда AGI станет реальностью? Это пугает. Представь, если бы странный план был реализован, мы бы увидели не просто конкуренцию, а полноценную гонку вооружений, но на уровне интеллектуального превосходства. Это же совершенно новый уровень угрозы для человечества. И это при том, что сам AGI еще даже не существует в полной мере, то есть эти игры с огнем начинаются задолго до того, как появится сам огонь. Что делать с этим? Как, по-твоему, общество должно реагировать на такие откровения? Я думаю, очень важно, чтобы такие расследования публиковались, чтобы люди знали, чтобы правительства знали. Только публичность может создать достаточное давление для выработки этих самых международных соглашений, о которых мы говорили. И чтобы инвесторы знали, ведь часто бывает, что за громкими заявлениями о светлом будущем стоят довольно прагматичные, а иногда и циничные бизнес-модели. История с OpenAI, возможно, просто верхушка айсберга. Да, абсолютно. И это не только про OpenAI. Это прецедент, который показывает, что даже самые уважаемые и, казалось бы, ориентированные на благо человечества компании могут отклоняться от этических норм, когда речь идет о доминировании и финансировании. Возвращаясь к роли сотрудников, их сопротивление — это луч света в этой, скажем так, мутной истории. Это показывает, что не все в Кремниевой долине готовы жертвовать этикой ради амбиций. Это дает надежду, что внутри корпораций будут свои сторожевые псы. Согласна. И это должно быть примером для других компаний. Внутренняя этическая культура и готовность сотрудников высказываться – это, по сути, первая линия защиты от потенциально опасных решений. Без этого, думаю, было бы намного хуже. Тем не менее, этот инцидент должен послужить мощным сигналом для всех – и для разработчиков, и для регуляторов, и для обычных граждан. Технологии ИИ невероятно мощны, и их разработка требует не только интеллекта, но и огромной ответственности. Иногда мне кажется, что некоторые компании настолько увлекаются гонкой за первенством, что забывают о последствиях. Они видят только цель – доминирование, и готовы использовать любые средства для ее достижения, даже если эти средства могут быть разрушительными. Это, по сути, напоминает историю атомной энергии. Изначально это была научная разработка, а потом превратилась в гонку вооружений. Мы не должны допустить того же с ИИ, иначе это может привести к катастрофическим последствиям. Очень точное сравнение, Алекс. И вопрос не только в том, чтобы остановить гонку вооружений ИИ, но и в том, чтобы установить четкие правила игры, чтобы мощные технологии использовались исключительно на благо человечества, а не для манипуляций или провокаций. И что важно, общественность должна продолжать требовать прозрачности. Без таких расследований, без голосов изнутри компаний, мы бы никогда не узнали о таких вещах. Мы бы просто верили в светлое будущее, которое нам рисуют пиарщики. А будущее, как мы видим, может быть не таким уж и светлым, если его формируют стратегии, подобные страны плану или заявлениям о китайском Манхэттенском проекте. Спасибо The New Yorker за смелость поднять эту тему. Абсолютно. Что ж, думаю, мы затронули очень важные аспекты этой истории. Надеюсь, наши слушатели задумаются о том, как важно быть информированными и критически относиться к информации, особенно когда речь идет о таких мощных и потенциально опасных технологиях. Да, ведь будущее ИИ – это наше общее будущее, и мы не можем позволить, чтобы оно формировалось без этических ограничений и без контроля. Спасибо всем, что были с нами, и до новых встреч. Берегите себя и оставайтесь в курсе событий. До свидания.